Всем привет! Сегодня я бы хотел вам рассказать об одной из своих любимых клавиатур, а именно Crash 65. Клавиатура просто отличная за свой ценник в пределах $200 и представляет просто великолепные спеки. Это и отличный топ-маунт, A-Ring за недорого, ну и в целом мне нравится, как она выглядит. Я лично хотел попробовать эту клавиатуру на протяжении года, поэтому был несказанно рад обнаружить ее на фише за сущие копейки, 829 юаней, что приблизительно 10к рублей. Это буквально лучшая клавиатура, которую можно купить за такие деньги. Никакие Neo не идут ни в какое сравнение. Crash буквально самая метовая клавиатура, которую можно взять за сравнительно небольшие деньги. Более того скажу, за цену в 10к мне досталось 2 HotSwap PCB, одна из которых имеет 8к подключения, 2 алюплейта, один под топ, а другой под A-Ring. И еще один из полипропилена под топ-маунт. Ладно, поговорим лучше о самой клавиатуре, а не об аттракционе невиданной щедрости. Это Seamless клавиатура, то есть без видимой точки соприкосновения топа и ботома, верхней и нижней части. Стороны не тонкие, но не могу сказать, что из-за этого клавиатура выглядит толстой. На задней части расположился медный вес, который создает наклон клавиатуре. На весе в нижнем углу красуется название. Мне, честно говоря, очень нравится выбранный шрифт и то, как он отмашинен, так как он отлично вписывается в этот простой дизайн и приятно дополняет его. Также над разъемом находится логотип Nuxros, который тоже мне тоже вкатывает, типа, он реально крутой. Приятные фаски и скругление углов. Пожалуй, это то, чего нельзя отнять у этой клавиатуры. Внутри строение достаточно интересное за счет того, как Nuxros решил сделать A-Ring. Дело в том, что A-Ring клавиатуры обычно нельзя собрать с скрюин-стабилизаторами. И для того, чтобы исправить это, он сделал специальные вырезы в плейте под стабилизатора и также сделал вырезы в корпусе, чтобы A-Ring было куда выпирать и не создавать слишком большое давление на конструкцию. Эта, казалось бы, небольшая деталь говорит о том, что Nuxros дизайнил клавиатуру от комьюнити к комьюнити, и я это очень ценю. Ну и раз уж я затронул маунты, поговорим и о них. Маунтов 2, и это A-Ring, о котором я только что рассказал, и топ-маунт. A-Ring можно собрать на любой вариации плейта. На стоковом алю я собирал и все было окей. Основное отличие, что A-Ring на плейте для топ-маунта будет ощущаться жестче, нежели на специально заточенном плейте. И да, нельзя поставить скрюин-стабы в таком случае. Мне очень нравится количество поинтов под топ-маунт в этой клавиатуре, так как здесь их целых 8. Разумеется, не могу не упомянуть, что в зависимости от количества поинтов клавиатура и ощущается, и звучит по-разному. Об этом я расскажу в одном из следующих видео, где буду рассказывать о клавиатуре изделия. Нашего, кстати, российского дизайнера. Все дело в том, что там есть вариация в количестве поинтов. Но не суть важно. Клавиатура таких размеров на 8 поинтов ощущается жестко и не так громко, как на 5. И мне это очень нравится. Клавиатура ощущается максимально жестко, но при этом у Crash отсутствуют хоть какие-то неправильные призвуки. Он не пингует, не ведрит, звучит в меру выразительно, но не громко. Cherry Build раскрылся на нем восхитительно, и я в целом остался очень доволен им. Но должен упомянуть про Cherry Build. В общем, почему у меня 2 платы? Все дело в том, что первая плата, которая выходила, у нее была проблема с размерами под пластиковые пины у переключателя. Соответственно, я вбивал практически молотком эти переключатели, как вот было в видео про GMK 67. Ну, неважно. Короче, плата работает, все отлично, но, к сожалению, типа, свечи с 5 пинами, вообще любые, они встают довольно тяжело. И это, по сути, единственный недостаток. В остальном, у меня 2 платы, я собрал один билд, который постоянный, и второй билд для экспериментов. А еще, что хотелось бы сказать касательно топ-маунта. Его не очень удобно собирать. Во-первых, кто вообще додумался поставить крестовые винты? В чем была проблема сделать такой же винт, как для сборки клавиатуры, мне решительно непонятно. По итогу стащил у друга, который как раз сделал клавиатуру изделия, винты под датаборд. Они, правда, оказались чуть короче, но главное здесь, что клавиатура теперь разбирается и собирается одной отверткой. И не нужно ничего переставлять. Да и вкручивать крестовые винты довольно противно. Итак, билд следующий. Кейкапы GMK Grand Prix, которые изначально задумывались под Crash, а не под DK1. Но, к сожалению, ладно, не к сожалению, DK1 смотрелся просто восхитительно с Grand Prix'ами, поэтому стабилизаторы VS Stupid, которые мне очень нравятся. Я буквально собрал 2 сэндвича на них.
И я, как очень неприхотливый пользователь, поставил буквально сухие стабилизаторы в основной билд, впоследствии лишь слегка капнул на пробел перматексом. Просто чтобы убрать лишние призвуки и все. Это буквально лучшие стабилизаторы, которыми я пользовался в сравнении с затраченным временем. Я очень не люблю все это дело со смазыванием и прочими приколами в плане стабилизаторов. Ты можешь часами сидеть над стабом, а по итогу у тебя получится говно, и ничего ты с этим не сделаешь. Просто может стаб какой-то кривой или скоба. Ах да, относительно нормально они себя чувствуют не просто так. Дело в том, что во всех местах контакта скобы находится резина, ну или там ТПУ, неважно. Она не дает стабилизаторам так активно ратлить, стучать, что на самом деле вполне резонно. Переключателями на топ-маунт в билде, кто бы мог подумать, стали Cherry MX Black из кассовых аппаратов. Старые, шуршащие, и мне это очень нравится. Изначально я хотел их смазать, чтобы получился такой же свич, как на Гехирне, но в итоге мне стало лень, и я собрал их сухими, как и стабилизаторы, и это было отличным решением. Все шуршит и очень приятно ощущается, по крайней мере для меня. Главное, что впоследствии смазка со стема не стечет в боттом, ну и соответственно они не потеряют в звуке. Разумеется, я их профильмил и поставил свои любимые пружины по весу. VS TL63,5. Где-то у меня валялась коробка, но неважно. Это просто мои любимые пружины за счет своего невероятно тяжелого боттома и резкого апстроука. Они ни разу не пингуют и в целом ощущаются очень здорово. Спеки пружин следующие. Во-первых, это Triple Stage, во-вторых, 22 мм, и в-третьих, это 63,5 грамма ботом. Для тех, кто любит что-то полегче, есть пружины на 53,5 грамма, которые тоже весьма неплохие. Я уже собирал на таких пружинах блэки, и в целом, кто любит полегче, я настоятельно рекомендую. Ну и второй свич подаринг. Им стал тактильный переключатель также в UQE Big Lucky Tactile. Очень классная в плане своей тактильности. Очень легкая и в начале хода. Я уже как человек, набаловавшийся с тяжелыми тактилками, могу сказать, что это действительно неплохой вариант, если вы хотите что-то тактильное, но не настолько, чтобы выламывало пальцы. И да, это свич такого же строения, как в видео про DK1. Его, кстати, тоже можете посмотреть. Dual рейлы, уменьшенный лиф и снижение вобла за счет формы стема и топа. Короче, очень необычно и интересно. Но есть нюансы у этих переключателей, о которых я повторюсь еще раз. Они кракают ГМК кейкапы. Но, как я успел проверить, это не касается кейкапов Кейкоба, с которыми все в полном порядке. Да, они налезают заметно более туго, чем на другие свечи, но они не кракаются, они спокойно слезают, налезают, на другие свечи абсолютно спокойно. В общем, проблем с ними не возникло. Возможно, это из-за каких-то примесей, точнее, нет, это точно из-за каких-то примесей, из-за плотности пластика, но неважно. В общем, кейкоба можно на них ставить абсолютно спокойно. Я думаю, как и любые другие ПБТ кейкапы, либо ПБТ плюс АБС. Ну, в общем, с ГМК, ребят, не рискуйте. Пружина у переключателя 15 мм, тактильность 55 грамм, а общий ход 3,5 мм, что я считаю оптимальными значениями. Ну и вот вам два тайпинга. Говоря о клавиатуре, я могу сказать, что она сделана с душой, если можно так выразиться. Видно, что дизайнер действительно старался сделать хорошую клавиатуру и вложить в нее свое видение, что я считаю крайне ценным. Это не очередная клавиатура для всех пользователей, это клавиатура от энтузиаста для энтузиастов. Я по праву могу назвать ее лучшим вариантом, если вы начали заглядываться в сторону Cherry переключателей и топ-маунт билдов. У нее нет каких-то серьезных недостатков и все в ней выверено. Сравниваю я ее с недавними клавиатурами Neo, потому что в тот момент у меня была возможность взять Neo 60 Core версии. Я ни разу не задумался, наверное я зря взял Crash. Нет, даже наоборот, я еще 100 раз убедился, что слава богу я не взял то корыто.
Потому что брать за те же деньги простое оринговое ведро — это явно большая ошибка. Crash представляет разнообразный экспириенс, да и выглядит, как по мне, куда приятнее. И, наверное, единственный его недостаток — это 5% на конце. Ну окей, достаточно толстая передняя грань, но я ее не почувствовал, поэтому для меня это не недостаток. Рекомендую эту клавиатуру всем, кто вкатывается в хобби или просто, если вы хотите недорогую и хорошо звучащую доску. И, пожалуй, главное, что я хотел от нее получить, я получил. Ровно тот звук, который я и хотел, ну и рисовал у себя в голове. Клавиатура буквально звучит идеально и точно в моем вкусе. Ах да, скоро выйдет Crash TKL, ну или же 84+. Он продолжит дело 65% клавиатуры, которую я постараюсь заполучить себе в дальнейшем. Я имею в виду Crash TKL. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой ТГ-канал и до скорых встреч!